Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Давайте рассмотрим, какие события происходят, как они влияют на рынок и что ждать на вечерней сессии от движения по нефти, доллару, золоту и другим активам. Давайте, наверное, начнем с мониторинга коронавируса. Давно эту тему не рассматривали. Что мы видим? Количество новых случаев во всем мире оно вышло на плато. Здесь на самом деле ничего хорошего нету, потому что оно должно снижаться. Получается такая ситуация, что когда одни страны выздоравливают, другие становятся естественным резервуаром для того, чтобы плодилась зараза. И, собственно говоря, сейчас мы и видим такую картину, что в Бразилии рост, в Соединенных Штатах спад, в Индии намечается рост, а в России идет спад, но пока мы еще уверенно не пробили максимум, который был весной 2020 года. С другой стороны, если рассматривать, что происходит в части вакцинирования, то в целом на текущий момент в мире 320 миллионов привито. При этом скорость вакцинации уже более 8 миллионов доз в день. Это очень хороший показатель. Если дойдут до 10+, то весьма вероятно, что в обозримом будущем проблема с коронавирусом она будет решена. Но, наверное, к середине лета. В Америке вообще очень высокие скорости вакцинации, свыше 2 миллионов доз в день. То есть Америка, она страна-лидер, которая одна из первых избавится от ковида. Так, друзья, далее, возвращаясь к статистике, которая вышла по Соединенным Штатам. Базовый индекс потребительских цен вырос меньше, чем предполагалось. С одной стороны, это хорошо, это значит, инфляционных рисков пока нету. Но, с другой стороны, есть вопросы, во-первых, к методике, как рассчитывают этот индекс, это раз. И второй момент, то есть не совсем понятен тогда процесс, который протекает на рынке. Потому как налицо есть определенные выхлопы инфляционные, причем негативные. И при этом базовый индекс потребительских цен, он ниже, чем предполагается, растет. То есть здесь что-то явно не так. То есть ситуация, она развивается не по сценарию. Так, ну и вот далее вышли запасы по сырой нефти, они значительно больше, чем ожидалось, однако никакого обвала по нефти мы не наблюдаем. Так, ну переходя к новостям, сегодня вот такая новость была, я в Телеграме ее постил, что ЦБ обнаружил на бирже манипуляторов из Телеграм-каналов. Ну, что я могу сказать? Многие явления в нашей жизни, они происходят. Но не совсем понятно, то есть почему только сейчас это обнаружили, потому что на самом деле, то есть проблема она имеет место быть везде, во всем мире, вот, и на самом деле ее масштабы достаточно велики. Это касается не только России, вот, в Америке там периодически кого-то ловят и закрывают за эти дела. Так, ну вот еще такая интересная статья: 3 американских фонда взяли за горло рынок российского госдолга. Ну, я не совсем понимаю, почему они взяли за горло. Конечно, заголовок весьма красочный. Ну, а с другой стороны, что это самое? Американские инвесторы миллионы должны накупить российский госдолг. Ну, конечно, это крупняк какой-то будет держать, который, у него есть основания, чтобы его держать. То есть какая-то информация, какая-то страховка от рисков. Поэтому как бы не совсем понятно, в чем заключается то, что они взяли за горло. И за горло ли. Так, друзья, ну вот переходя к новостям, Bloomberg, здесь вот такая статья, что индекс потребительских цен вышел меньше, чем ожидалось, соответственно, вроде как нету оснований для инфляционных рисков. На самом деле, как раз я считаю, что основания для инфляционных рисков, они есть и очень большие. Потому что если вы видите, что что-то происходит, а вам кто-то показывает цифру, что это не происходит, то, с учетом того, что глаза, они отображают наиболее достоверную информацию, наверное, тот, кто вам показывает цифру, либо он что-то не так считает, либо он по каким-то причинам вводит в заблуждение. Так, обсуждение по поводу стимулов демократов, то, что Байден утверждает, то, что там согласовывает, досогласовывает, я думаю, здесь все вот эти перипетии, они уже находятся в рынке. Вот у меня такое ощущение. Так, Credit Suisse тоже не дремлет, он там кого-то поймал за манипулированием рынка. Возможно, это была совместная операция. Так, друзья, давайте посмотрим дальше. Американский индекс S&P 500, 4-часовой таймфрейм я сейчас беру.
3900 цель сделали. Сейчас вопрос в том, будет ли закрепление выше 3885. Если такое закрепление здесь возникает, то весьма вероятно, что завтра мы получаем, ну, во-первых, тут немножко осталось на 3925 сходить и потом переписать исторический хай, который был ранее достигнут. У нас сейчас идет здесь движение наверх. Это движение наверх, оно аннулируется только в том случае, если будет откат и пробитие 3850. Вот 3850 сейчас выступает некой сильной поддержкой, которая, если она пробивается, то дальше идет поэтапное снижение. Так, друзья, далее VIX, но здесь все как бы нормально, как будто ничего, никакого ужаса не было. Дневной таймфрейм, соответственно, идет движение, цель его сейчас сходить на 22-21,5. Вот. Если такое движение все-таки сейчас произойдет, это будет достаточно положительный сигнал для рынков. Но если следовать вообще логике развития вот этого процесса, как здесь осуществлялись ранее движения, то либо 21,5 будет пределом, либо уже сейчас здесь начнется консолидация по VIX. Так, друзья, далее индекс доллара, дневной таймфрейм. Что мы здесь имеем? Ну, у нас идет, во-первых, с одной стороны попытка закрепления выше вот этого пробитого уровня 91,5. Это с одной стороны. С другой стороны, если мы не уходим в ближайшее время, не пробиваем 92,55, 92,6, то вот эта вся конструкция, она действительно превращается в коррекционный откат. И цель этого отката будет сначала пробить уровень 91,5, потом пойти вот сюда вот на 90,7. Если мы перейдем к более длинным таймфреймам, ну вот месячный таймфрейм, как ранее уже и рассматривали, то здесь, собственно говоря, вот это движение на укрепление валют против доллара и ослабление доллара, оно завершилось. То есть если какой-то задерг и будет, то наиболее вероятно его откупят и будет возврат, цель движения здесь в районе 94. Первая цель. То есть да, может быть коротенький задерг вниз, вот, исходя из месячного таймфрейма, но если следовать вот всей этой логике движения, которая была на протяжении многих лет, скорее всего здесь укрепление евро и других валют против доллара, оно завершилось. Так вот поступил вопрос по поводу fix price. У них было первичное размещение. Вот я такие истории не очень люблю, потому что с моей точки зрения они несут в себе много рисков и требуют профессионального подхода именно к такого рода занятиям. С другой стороны, вот даже посмотрев дневной вот этот график по fix прайсу, на что я хотел обратить внимание. Вот здесь четко прослеживается диапазон 715-710. Если этот диапазон удерживается, если он, ну, к примеру, завтра не будет пробит и не пойдет движение вниз, то здесь уже в целом сформировалось накопление, и весьма вероятно мы при удержании вот этого уровня, ну, по крайней мере, если он не будет пробит и не сформируется движение далее вниз с консолидацией под этими уровнями, то мы наиболее вероятно завтра или может быть в пятницу увидим коррекционный отскок целью 735-737 вот сюда, вот в этот диапазон. Так, друзья, ну вот размещение ОФЗ, которое сегодня произошло, там два этапа было, в сумме где-то получается на 43 миллиарда разместили, вот это первая часть была, ну и вот вторая часть, там в сумме получается в районе 43 миллиардов. Ну, вполне как бы нормально, адекватно, я считаю, для текущих условий. С учетом того, что три крупных американских держателя российского госдолга взяли за горло. Так, ну вот теперь, переходя к нефтяным делам, Новак заявил о восстановлении добычи нефти в России в апреле. Вот, ну действительно, сейчас такая ситуация возникла в мире, что в ближайшее время вполне как бы возможен, и сейчас, собственно говоря, наблюдается некоторый дефицит нефти. Это связано с тем, что многие и сланцевые добытчики, и добытчики, которые добывали нефть в более сложных, чем стандартные условия, более дорогих, они либо позакрывались, либо перешли на резервацию. Вот, соответственно, то есть определенный навес спроса, который в случае возникновения
более оперативного восстановления мировой экономики еще сильнее подогреет цены и спрос на нефть. Вот. Но на текущий момент то, что происходит, это обычный эффект пружины. Когда пружину сжимает, она потом разжимается, потому что накоплено напряжение. Также и здесь очень сильно позакрывали скважины, в результате этого внезапно обнаружили, что не хватает нефти. Но опять же, я думаю, среднесрочная перспектива, она не столь радужна. Но вот на российских источниках, опять же, американские биржи растут после публикации данных по инфляции. Но я думаю, здесь все-таки они растут, потому что деньги идут. Ну, как бы в данной ситуации, я думаю, инфляция, наверное, роль играет, но слишком много вопросов к этой инфляции, которая вышла меньше, чем прогнозировалось. Так, друзья, далее Baltic Dry, дневной таймфрейм. Здесь рост продолжается, но я бы сказал так, что рост этот, по-моему, он уже чрезмерен. То есть, если вот пойдет движение выше 2100, то я думаю, это уже будет не очень хорошо, потому что издержки значительно возрастут. Так, ну вот уже второй день подряд идет снижение доходности американских десятилеток. Вот. Но здесь на самом деле говорить о том, что эта проблема, она уже не стоит так остро, можно будет в том случае, если хотя бы куда-то вот сюда вот движение будет совершено. Так, друзья, ну вот еще биткоин. По биткоину был вопрос, 4-часовой таймфрейм. У него цель движения вот этот прямоугольник и тестирование перехая. С учетом так называемой рефляции, те активы, которые воспринимаются как наиболее надежные для спасения денежных средств от обесценивания, они, соответственно, будут пользоваться спросом. Ну, как бы, поскольку биткоин это инновационное золото, то есть считай это золото 21 века, то, соответственно, пока пузырь не лопнул, сюда идет приток. Наверное, я думаю, весьма вероятно, мы вот этот хай перепишем, который здесь был. Ну и критерий того, что по биткоину развивается коррекция, это пробой 52 тысячи и устойчивая проторговка в этом диапазоне. Опять же, здесь видите, криптовалюта, она очень волатильна, там 10% в день это в легкую. Вот, и поэтому, если другие активы, они, скажем так, могут как-то ограничиваться в движении, то здесь возможны самые разнообразные кульбиты. Но я думаю, 52 тысячи, если все-таки будет повторное пробитие, если даже не будет сломан вот этот растущий тренд, он очень долго будет после этого восстанавливаться. Тем более сейчас у нас на подходе формирование двойной вершины. Так, друзья, ну вот поступают вопросы по поводу Tesla очень активно. Это дневной таймфрейм. Вот смотрите, на что я хотел обратить внимание. Есть очень сильный уровень, это 650. Вот если этот уровень опять повторно будет пробит, то здесь, я думаю, она, по крайней мере, какое-то время будет либо торговаться в этом диапазоне, либо пойдет постепенно на 350. Вот 350 для нее некая роковая цифра. Вот. Если сейчас не возникает пробитие вот этого уровня 650, то здесь напрашивается цель движения сначала 800, потом 833. Но здесь надо четко понимать, что когда вот мы говорим о Тесле, то есть это просто очень характерный такой пример вот этого, скажем так, нового технологического уклада. С одной стороны, кто-то скажет этот пузырь. Несомненно, пузырь здесь есть. Его надули очень мощно и очень сильно. Но есть два момента, которые являются противовесом слова пузырь. Первый момент связан, конечно, с несомненным талантом Илона Маска, который очень способный и инженер, и маркетолог. Это первый момент. И второй момент, он связан с тем, что, собственно говоря, всегда, когда происходит смена технологического уклада, те компании, которые возглавляют, ну или по крайней мере, по мнению общества и инвесторов, они возглавляют, они идут в форварде, на гребне волны. То есть у них, конечно, наблюдается такая значительная переоценка, поскольку вопрос инвестирования в них денег – это вопрос веры. Вот, допустим, многие люди сравнивают ряд моментов, которые были на протяжении всей истории. К примеру, даже взять ту же тюльпаноманию. Если проанализировать, вот когда в Нидерландах надували пузырь на тюльпанах, когда луковица тюльпана, она стоила могла стоить как замок или как брик, торговый корабль. Вот здесь
конечно, есть определенные расхождения, потому что луковица тюльпана, у нее кроме миновой стоимости никакого интереса не было. То есть вот эти тюльпанные луковицы, вы не могли из них, скажем так, урожай получать и его употреблять в еду. Вы не могли из них строить корабли или укрепления. То есть это заведомо была в чистом виде финансовая спекуляция. Когда люди покупают акции Теслы, то они во многом верят в то, что эта компания, которая она несет в себе новый технологический уклад, рано или поздно она захватит, ну или в значительной сфере захватит все эти новые отрасли. Ну или может быть она, конечно, в силу наличия антимонопольного законодательства будет делиться своими технологиями и секретами, но ей будут платить роялти за это. Вот. И, соответственно, здесь, в этой ситуации, люди верят в то, что будет формироваться, во-первых, полезный продукт, ну, как бы автомобили, они же нужны, на них, это не тюльпановые луковицы. Тюльпановые луковицы, что в позднее средневековье, что сейчас. Вы из нее дома не построите, не создадите. А здесь как бы речь идет о том, что это технология, которая позволяет перемещаться, и, соответственно, она за собой тянет многие другие технологии, связанные, во-первых, с производством компактных и дешевых батарей, то есть хранителей энергии и двигателей, электродвигателей. Вот, поэтому здесь не совсем корректно, с моей точки зрения, сравнивать различные виды образования пузырей на рынке. То есть тюльпаномания, она к Тесле, ну нельзя прямо сказать так, что имеет непосредственное отношение, потому что, во-первых, тюльпаны это не машины, это раз. И во-вторых, когда были тюльпаны, все-таки там чистой монетой, золотом платили, деньги еще не печатали. Итак, друзья, резюмирую, дневной таймфрейм по Тесле, если мы удерживаем вот это значение 650, то вот эти все откаты, которые здесь формируются, они будут выкупаться. Даже может быть какой-то небольшой задерг, но если потом происходит возврат выше этого значения, то весьма вероятно после докупки ее вот сюда вот куда-то затолкает на 800-830. Вы скажете, что это чистое безумие, кто будет покупать этот пузырь. Я скажу вам другую вещь, что здесь шортисты, а шортист самый надежный покупатель и VIP-клиент. Так, друзья, далее вопрос был по Боингу. По Боингу вот меня очень активно пытают. Смотрите, вот этот дневной график, так же как по Тесле. Сейчас у нас ситуация, она определяется. Вот здесь либо мы получаем двойную вершину, либо будет выход за двойную вершину, пробитие 245-250 диапазона. Если такое явление произойдет, то у нас на подходе будет цель сначала 300, потом 350. Вот. Если пробитие здесь не получается, то ну что же, мы здесь имеем двойную вершину, и отсюда последует коррекционный откат, цель которого будет в районе 195. Так, друзья, далее вот по AMD тоже меня засыпали. Дневной таймфрейм опять же беру. Но смотрите, здесь вот это движение, конечно, развилось. Оно указывает на то, что по-хорошему оно может цепануться и дальше с целью движения на 70. Вот. Но текущий момент указывает на то, что здесь все-таки произошел разворот. Здесь произошел разворот. И в том случае, если в результате какого-то отката не будет пробития 73.6, 73.5, то отсюда весьма вероятно развивается движение, у которого первая цель 85,5. И если здесь закрепляемся и начинаем торговаться, то следующий импульс пойдет на 93. Источник движения — это интеллектуальное превосходство AMD с одной стороны, с другой стороны бесконечно напечатанные деньги. Вот. Но опять же помним об этом уровне, если он пробивается, то оно идет хорошо корректироваться. Так, ну и вот вопрос по Solar Age Technologies, дневной таймфрейм. Здесь прямо вообще классика жанра, разворотная формация. И у этой разворотной формации цель движения находится вот здесь, вот на 335. Опять же, если говорить о том движении, которое здесь сформировалось, если происходит повторный откат, но здесь даже не надо 230, здесь достаточно пробития 260-255,
то наиболее вероятно, что все-таки вот это движение, оно в ближайшее время развития не получит. Так, друзья, ну далее ГМК я сегодня упустил, его дневной таймфрейм. Здесь у нас по ГМК идет четкое движение на 24 тысячи. Критерий того, что это движение не проходит, это коррекционный откат и пробитие 22 200. Пока на текущий момент, я думаю, вероятность такого события очень невелика. Мы с вами можем наблюдать, что происходит в медийной сфере. Там, ну скажем так, Потанин большинство вопросов урегулировал. Вот, по крайней мере, ну, скажем так, в медийном пространстве. Посмотрим, как это будет на практике осуществляться. Плюс они осуществили перечисление денег по судебному решению. Так, ну вот переходя на 4-часовой таймфрейм, здесь, конечно, у нас заминочка выходит. Но эта заминочка, она выходит, пока не реализованы те цели, которые вверху имеют место быть. В частности, первая цель движения это 24 500, вот этот диапазон. Вот. В каком случае все-таки вот этого движения сейчас не произойдет? Его не произойдет, если будет коррекционный откат и пробитие уровня 22 500. Вот 22 500, если пробиваем, либо она уйдет консолидироваться в этот диапазон, либо она пойдет еще ниже. Но я бы сейчас ставку на то, что она пойдет еще ниже, не делал. Так, друзья, ну и далее нефть, дневной таймфрейм. Движение, конечно, из-за запасов, которые вышли очень большие, оно направлено вниз, но с учетом того, какой избыток запасов вышел, то есть оно, по идее, его должно было просто смести. Но поскольку этого не произошло в моменте, то, наверное, все-таки здесь весьма вероятно, что будет консолидация в районе вот этого уровня 66,25. Вот. В том случае, если развивается движение вниз и будет пробой 65,5-65, то тогда весьма вероятно рост по нефти он либо завершился, либо отложился на неопределенный срок. Так, переходим с дневного на часовой таймфрейм. Сейчас 20:19 по Москве. Обращаю ваше внимание, что вот здесь вот, если не будет повторного движения вниз и тестирования на пробой уровня 66.25, то в соответствии с часовым таймфреймом у нас здесь разворот. И у этого разворота первая цель движения 68. И в случае закрепления на 68 отсюда пойдет следующий импульс движения, у которого цель 69,3. Так, друзья, далее рубль-доллар, дневной таймфрейм. Но здесь у нас все равно, несмотря ни на что, развивается укрепление рубля. Переходя на часовой таймфрейм, могу обратить внимание на следующий момент. Вот уперлись в уровень 73,65. Первый удар, второй удар. Вот сейчас, если не будет пробития 73,6, 73,55, вот этого поджатого диапазона по часовому таймфрейму USD Tomorrow, то, соответственно, у нас здесь сформируется отскок. И этот отскок будет вести вот сюда, вот на 74, 74,1, вот сюда, вот в эту область. Вот. Но если все-таки мы вот этот диапазончик домучаем, допробиваем, то у нас сразу пойдет импульс движения, у которого цель сходить на 73,85, 73,35, прошу прощения, 73,3, вот сюда, вот к этим значениям. Если переходить на 15-минутный таймфрейм, то здесь весьма вероятно будет отбой от этого значения. И у нас торги сегодня завершатся где-то в районе, ну, либо 73,75, либо 73,8. Это наиболее вероятный сценарий. Обращаю внимание, что я не занимаюсь магией и предсказанием. Такой сценарий наиболее вероятен. Но если будет пробой вот этого диапазона, то реализуется сценарий движения вот к этим линиям, которые находятся внизу. Но я не думаю, что на сегодня, на текущий момент осталась энергия для такого движения. Здесь, я думаю, потенциал укрепления рубля на сегодня исчерпан. Либо мы вот где-то здесь вот увязнем, если нефть начнет расти, либо по-хорошему мы куда-то вот сюда, вот 73,75, 73,8 отскочим. Друзья, все основные инструменты. Спасибо за внимание. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, на мой YouTube канал, на Telegram канал.
Всего наилучшего, удачи, успеха!